Во славу Айзена, бога нашего. Именно с такими словами я создал мерч. Футболка с изображением Айзена, который вырвался из Мукена. Его силы достаточно, чтобы закрыть врата ада или наоборот принести ад в этот мир. Его реакции усилены и теперь видно обычному человеку, а в руках же воплощение греха вселенной Блич. Труп, раньше именуемый Яхве Бахом, ныне король душ. И лишь Айзену решать, каким путем пойти, созидать или уничтожать. Вы часто спрашивали, как вступить в ряды айзенианства, вот вам ответ. Это шикарная футболка, предзаказ будет идти 2 недели, стоимость 2190 рублей. Напиши моему боту в Telegram, заполнив анкету, или напрямую перейди к ней по ссылке в описании, и через 100 заявок или же 14 дней мы запустим производство. Во имя Айзена, братья и сестры, бога нашего. Ну а за поддержку канала спасибо большое Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаш. И в дополнение вчерашнего ролика про Херака решил рассказать вам о 3 капитанах Вайзардах, да и вообще немного поговорить о данной группе Синегами. Приятного просмотра. Изначально все эти персонажи были связаны как капитанскими должностями, так и взаимоотношениями, ибо по сути каждый из них вступил в свою лидерскую позицию в ЮТ-13 в один период времени, как и проучился в академии, то есть все они товарищи, околоровесники. Отсюда и сплоченность, дружеские подколы и так далее. Историю их группы, я думаю, вы все прекрасно знаете и без меня, поэтому я расскажу вам немного интересной информации о каждом и напомню о способностях. Начнем, наверное, с Роуза, он же Роджера, который 112 лет назад был капитаном 3-го отряда. На момент маятника он уже 2 года находился в данной должности. Сам Роуз обожает музыку, именно поэтому его способности связаны с ней. В диалогах он также частенько заводит разговоры о различных группах, как это было в 217 главе, когда они с Лавом обсуждали группу Принц Тьмы 1987 года. Также он любит читать мангу и терпеть не может, когда ему ее спойлерят, так что все мы немного Роуз. Давайте поговорим о его Занпакта. Имя Киншара, перевод Золотая Шала. Особая способность арпеджио. Перед Роузом клинок и ножны образуют крест, сам же он двигает пальцами, будто играет на пианино. На его цели появляется желтая нить, и чем больше и интенсивнее он играет, тем больше деформируется враг. Команда высвобождения Шикая «Играй». Занпакта превращается в кнут, уж очень похож он своим применением на Шикай Ренджи. Особенность этого кнута в его наконечнике, он напоминает цветок, который режет плоть как по маслу. Когда Роуз использует Шикай, музыкальное сопровождение никуда не уходит, поэтому при ударах и движениях мы слышим игру клавиш. У Шикая есть особая способность, 11-я соната. Цветок на конце кнута касается или обвивает противника, Роуз бьет или постукивает по кнуту. Тот начинает светиться и издает звук струны гитары. Далее инициируется вихрь отраженного звука, который ударной волной наносит урон в большой области. Ну и Банкай, который мы увидели в ТКВ Киншара Бутодан. Над Роузом появляются руки такой же текстуры, как его кнут. В них заложена дирижерская палочка, перед ним же стоят человеческие фигуры с наконечниками, как у кнута. Они носят название «Танцоры смерти». Суть Банкая в создании физических иллюзий, метафизическая тема на самом деле. Как Роуз описывает свой Банкай: «Моя музыка дает мне силу над сердцем цели. Пока сердце обмануто, мои иллюзии будут реалистичны». А атаки иллюзий основаны на танцах, которые исполняют фигуры смерти. Сам же Роуз контролирует Банкай как дирижер. Всего было показано несколько техник. Морской дрейф. Танцоры крутятся вокруг, создавая водоворот. Прометей. Из рук танцоров смерти извергается огонь. И жизнь героя. Однако эту технику законтрили, ибо маскулин, чел, на котором она должна была быть применима, повредил свои перепонки, а соответственно законтрил Банкай Роуза. Все техники, как и у других Вайзардов, усиляются маской. Она у него, кстати, напоминает маску Чумного Доктора, и более того, на моей памяти только у него она не плоская. Однако держать он ее может всего 3 минуты. Такие дела, народ, едем дальше. Кинсей Мугурума. Если честно, мой любимый Вайзард. Жесткий и серьезный тип с белыми волосами и татуировкой 69. Цифра 6 отсылает к его фамилии Мугурума, там используется такое же канзи. Ну а цифра 9 к отряду, капитаном которого он является. Сам по себе он достаточно агрессивный, это касается его стиля боя и темперамента. Кстати, о способностях, у него они крайне интересные. Имя Занпакто Тачикадзе, раздирающий землю ветер.
На вид это обычная катана с H-образной гардой. Что интересно, Кинсей привык держать свой Занпакто не в обычной, а в шикайной форме. Команда высвобождения «Сдуй его». Занпакто превращается в подобие охотничьего ножа. Достаточно крупного, но сама способность заключается во взрыве траектории удара. Достаточно интересная и эффективная особенность, опасная в среднем бою. В дополнение Шикая идут два приема. Первый — воздушные клинки. Кинсей бьет в пустоту, выпуская воздушные потоки вперед, каждый из которых взрывается при столкновении с целью. Вторая техника — Бакуданцуки, краткое название бомба. Крайне креативно кастуется, ибо Кинсей атакует собственный Занпакто с помощью Рейрёку, а после образовавшийся взрывоопасный шар он выпускает во врага. Интересно, почему он не использует эту способность с теми же Квинси, которые как раз атакуют на основе Рейрёку. Ну а теперь Банкай. Теккен Тачиказе. Ветер, разрубающий землю железным кулаком. Визуально, на мой взгляд, красивый банкай, ибо из ножа превращается в пару кастетов с нательной броней. По сути, банка — это концентрат шикайной формы, и вся ее взрывная мощь высвобождается в момент удара. Атакует она, кстати, бесконечно. Главное условие — продолжать касание к цели. То есть поощряется не тяжелая атака, а серия легких, ибо урон будет обеспечен. Также есть небольшая особенность: клинки можно превращать в полноценные кастеты и наоборот. Тут уже по желанию самого Кинсея, то есть урон меняется с режущего на пронзающий, очень удобно в бою. И вот лучше всего именно на нем смотрится маска пустого, она дает ему повышение физических характеристик, а это то, что надо для банкая. И более того, с маской пустого он напитывает свои кулаки соответствующей энергией, увеличивая урон. Одним словом, Кинсей крайне опасный противник в ближнем бою, но из-за маски его должны были страшиться все Квинси. Итак, давайте возьмем паузу и я поболтаю. Вообще, то, что мы сейчас имеем, это лютый бред. Куба создал целую группу синегами, в частности капитанов со способностями пустых, в том числе юзающих сэра. Риацу пустого для Квинси выступает в роли яда, но на это забили тотальный болт. В сражении с армией Штернриттеров никто из бывших вайзардов так и не напялит маски, чтобы в легкую законтрить Ванденрейх. И это очень печально, ибо крайне интересных персонажей просто слили в унитаз за парочку глав. Напоминаю, где их еще сливали. В начале арки Маятника, когда их только продемонстрировали, потом в сражении с Айзеном они разлетелись как молокососы, а потом и в арке ТКВ. Что Роуз, что Кинсей были слиты как два бомжа от третьего бомжа, маскулина с одним фанатом. И всю их мощь еще больше засовывают в закрома галактики в сравнении с пришедшим Ренджи. И это очень меня печалит, что два старых капитана оказались обычными статистами в сравнении с лейтенантом Абараем. Эх, такой потенциал мы провалили. Ну и закончим короткой информацией о последнем капитане прошлого века, Лайф Ойкава, или же Афро-самурай. Когда тот был капитаном 7-го отряда, он уважительно относился к большинству коллег, да и вообще верил в уважение и поддержание мира. В роли же Вайзарда чел больше напоминает Джигу, ибо всегда на чили и расслабоне. Читает мангу, сёнэн джамп, чаще всего тырит эротическую мангу Лизы и читает ее, попивая кофе с молоком. Так же, как и все Вайзарды, выполняет роль костыля, то есть он нужен был для определенной арки в истории Блича, а потом Куба засунул его куда подальше или же растворил в манге. Звучит двояко, воспринимайте как хотите. А я расскажу о способностях. Имя Занпакто Тенгумару. Переводится длинноносый гоблин. Команда высвобождения Шикая — сокрушить. Клинок превращается в огромную волыну, напоминающую канабо. Но это прям если половиной глаза смотреть. Размер шикайного пакто больше самого лава раза в 2. Он покрыт шипами и больше напоминает афрокактус, чем оружие. Единственная ачива, которую показал Шикай, это прочность, ибо держал сэра Старка без проблем. Особая же способность связана с огнем, она буквально переводится как огнедышащий молот. Оружие поднимается над головой, концентрируется огонь и фаерболом летит вниз. Когда сталкивается с землей, охватывает огромную область огнем, но до деда Ямы все еще не дотягивает. В отличие от первых двух капитанов, способности лава раскрыты не до конца.
ибо про Банкай, к сожалению, ничего не известно. Про маску сказать тоже особо нечего, разве что стоит напомнить, что в отличие от Шинджи, Кинсея и Роуза, Лав все же заюзал ее в сражении с Жераром, однако это оверпауэр противник, так что контра в виде Риацу от природы не помогла. Держать маску, кстати, он может так же как Роуз, не более 3 минут за одно применение. Сейчас большинство капитанов Вайзарда вновь заняли свои должности, другие Вайзарды остались в мире людей, но судя по составу GTA-13 им все-таки уделят больше внимания, чем было до этого. Однако до этого еще дожить надо, но без преуменьшения скажу сразу, на будущее. Сейчас мы имеем самый слабый состав GTA за все время его существования. А как вы относитесь к Вайзардам? Оправдана ли их популярность и считаете ли историю каждого полноценной и раскрытой? Как по мне, здесь еще работать и работать. С удовольствием почитаю ваше мнение в комментариях. Вот ролик и подошел к концу. Спасибо за просмотр, рекомендую подписаться на каналы группы ВК и Telegram. И в частности Бусти с отдельным чатом в Телеграме у шейхов. Кстати, спасибо им, ники перед вами. С тобой был Рабаши, спасибо и пока. Чумба.